Еще не успели жители Анапы оправиться от скандального инцидента с избиением туристов бородатыми охранниками одного из местных клубов. Как вновь произошел конфликт, и опять в центре внимания оказываются важные для нашей экономики специалисты. На этот раз свою силу продемонстрировал таксист из Анапы, который внешностью напоминал представителя одной из Кавказских республик. Другой показательный случай произошел в Москве, где бородачи попытались кинуть таксиста. Все подробности этих историй в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В последнее время бородатые лица начали слишком часто появляться в криминальных хрониках. Причем первенство постепенно переходит от выходцев из Средней Азии к представителям Кавказских республик. Ситуация в стране начинает напоминать бурные 90-е. Те, кто застали те времена, прекрасно помнят, как дерзко и вызывающе вели себя кавказцы, которые при Ельцине заполонили крупные российские города. Эпизод из фильма «Брат» про неоплаченный штраф в трамвае был актуален на тот момент. Именно фраза «не брат ты мне» тогда стала наиболее популярной среди зрителей, уставших от вседозволенности распоясавшихся южан. Сегодня все повторяется с удивительной точностью. Те же дерзкие небритые лица, знакомые фразы на улицах и снова неоплаченный проезд. Наверняка многие видели кадры из подмосковных Люберец, на которых бородач отказался платить за поездку на такси. Когда водитель выразил недовольство, неадекватный пассажир нанес ему мощный удар в голову. Это привело к тому, что таксист потерялся и протаранил несколько машин впереди. Нападавшего задержали спустя 2 дня в Тульской области, но от этого не становится легче, так как прослеживается определенная тенденция. Эти люди не хотят ничего платить. Они приехали сюда все забирать силой. Недавний инцидент в Москве подтверждает очевидные истины. 2 бородатых мужчины решили обмануть таксиста, а когда ничего не получилось, начали ему угрожать. СМИ сообщили о том, что пара дерзких дагестанцев попыталась прокатиться бесплатно на такси по вечерней Москве. Спешащие пассажиры сели в машину, но оказались недовольны суммой, выставленной за поездку. Поэтому настойчиво требовали уменьшить стоимость. Их логика была поразительной. «Смотри, брат, 142 рубля есть». «Что есть, закину, брат, по-братски, не обманываю, брат», с южным акцентом аргументировал свою просьбу один из пассажиров. На вопрос таксиста «А как же остальные деньги?» бородатый любитель халявы безапелляционно ответил: «Говорю, нету больше, давай то, что есть, закину, говори номер». Но водитель оказался не из робкого десятка и продолжал настаивать на оплате проезда в полном объеме, чем вывел пассажиров из себя. Давай то, что есть, закидываю, давай сейчас по дороге на Суйчу, что там 200 рублей еще надо, поехали, на Суйчу. Езжай давай по-братски, не заморачивай меня по-братски, тебе говорю. Я отсюда не выйду, если ты мужчина, попробуй, вытащи меня отсюда». Ситуация начала накаляться. Водитель сообщил, что ему нужно заправиться, а предложенной пассажирами суммы явно не хватало на топливо. Один из мужчин на заднем сиденье заявил, что на 142 рубля можно заправиться до отказа. Когда стало ясно, что поездка не состоится, пассажиры начали кричать и угрожать водителю, надеясь вынудить его продолжить движение. На видео отчетливо слышно, как 2 агрессивных клиентов всеми возможными способами пытаются запугать водителя и спровоцировать его на физический конфликт. Тем не менее, водитель не поддался на угрозы и оскорбления. Он просто вышел из машины, категорически отказавшись выполнять неоплаченный заказ. Стоит отметить, что водителю сильно повезло, что ситуация не закончилась так плохо, как у его коллеги из Люберец, который сейчас собирает деньги на восстановление своих поврежденных автомобилей. Люди в соцсетях саркастически интересуются, кто в этот раз станет на защиту угнетенных по национальному признаку кавказцев. Ведь, наверное, уже знаете, как недавно Апти Алаудинов защищал своих соплеменников после того, как те избили мирных жителей в Анапе. Вот один из комментариев. Водитель во всем виноват, спровоцировал конфликт тем, что не захотел, по-братски. Даром отвезти настоящих мужчин в какой-нибудь ночной клуб или на ограбление, потому что посчитал их людьми 2-го сорта. А у одного из них, наверное, жена и 2 детей. А второй, вероятно, какой-нибудь герой и имеет награду от самого главы республики за избиение подозреваемых в каком-нибудь СИЗО, комментирует ситуацию пользователь. Конечно, нельзя судить о всем народе по поведению отдельных его представителей. Те, кто бывал в Дагестане, подтвердят, там живут очень гостеприимные люди, которые никогда бы так не поступили. Ситуация в Чечне также схожа. Там порядок наведен твердой рукой Рамзана Ахматовича. Суть вопроса в ином. У нас тоже, что уж скрывать, хватает людей с весьма специфическим мировоззрением и далеко не самыми адекватными поступками.
Однако они почему-то не направляются на Кавказ, чтобы заявлять о своих правах там. Возникает закономерный вопрос: почему? Да потому, что ответ там последует незамедлительно, как со стороны обычных граждан, так и со стороны властей. Никто не будет с ними церемониться, и ни один из наших руководителей не станет их защищать. Если кого-то бьют в местном изоляторе, как Никиту Журавеля, значит, наверное, на то есть причины. А теперь вообразите, что подобное произошло бы в столичном СИЗО, но в отношении кавказца. Представляете, какой шум бы это вызвало? Именно пассивность наших властей подогревает дерзость и агрессивное поведение таких вот братков. Мы уже видели подобное в 90-е годы, и если ничего не изменить в ближайшее время, обычные граждане будут вынуждены действовать по примеру Данилы Багрова. Иначе однажды нам в дверь постучит колоритный бородач со своими товарищами и потребует отдать все, что ему приглянется в нашем доме, будь то автомобиль, телевизор или даже жену. Теперь давайте перенесемся в солнечную Анапу. Таксисты на курортах Кубани – это отдельная тема. Не секрет, что пассажирские перевозки на Черноморском побережье уже давно контролируются представителями одной из южных бывших советских республик. Указывать национальность смысла нет, чтобы избежать обвинений в межнациональной розни. Достаточно упомянуть, что их премьер-министр настроен крайне недружественно к нашей стране. Эти таксисты отличаются дерзостью, жадностью, хамством и полным игнорированием законов и правил дорожного движения. Догадаться, о ком идет речь, несложно. Очень часто у этих граждан чрезмерно раздутое эго, и при малейшем неудобстве они становятся агрессивными. Впрочем, агрессия наблюдается у них почти всегда, особенно в кругу своих соотечественников. Перейдем к конкретному инциденту, который произошел вчера вечером и ярко демонстрирует, насколько уверенно чувствуют себя представители этого народа на Кубани. Согласно свидетельствам очевидцев, небритый таксист на автомобиле Kia, нарушая правила дорожного движения, задел местного жителя на мопеде. Как бы поступил нормальный человек, осознающий свою вину? Извинился бы хотя бы для начала. Но наш таксист повел себя иначе, вместо извинений он обрушился на мопедиста в трехэтажной ругани и угрожал расправой. Мопедист решил не испытывать судьбу и быстро уехал с места происшествия, чтобы избежать конфликта. Однако таксист явно был настроен иначе. В лучших традициях голливудских фильмов он мгновенно погнался за мопедистом, разворачиваясь через встречную полосу. Мопедист сразу понял, что у него нет шансов против автомобиля. Буквально на следующей улице агрессивный кавказец догнал мопедиста и, не сбавляя скорости, поднял его на капот своей машины. Полет водителя и его двухколесного транспорта был коротким, но чрезвычайно болезненным. Тем не менее, приключения серьезно пострадавшего мопедиста на этом не завершились. Таксисту, видимо, показалось, что одного столкновения недостаточно, и он решил продолжить расправу над беспомощно лежащим на асфальте человеком. На видео, опубликованном рядом телеграм-каналов, четко видно, как бородач пытается добить свою жертву. Но самое удивительное в этой истории, знаете что? Это тот самый случай, когда у кого-то есть сила, но нет ума. Дело в том, что агрессивный кавказец в момент нападения был не один, его пассажир записал все происходящее на камеру телефона. Когда на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, пассажир просто передал им запись, и агрессивный бородач отправился под арест на 15 суток за нарушение по статье «Несвоевременная оплата административного штрафа». Правовая оценка этому преступлению будет дана позже и будет зависеть от тяжести нанесенных травм водителю мопеда. Некоторые люди поражают своим безрассудством. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!